Приветствую вас, друзья! Мы все еще пытаемся прийти в себя от всех этих космических событий, происходящих в июле и не дающих нам нормально спать. Конечно же, весь мир сейчас приковал взгляд к нашему научному модулю «Наука», и сегодня мы с вами вместе разберемся, что же там произошло на самом деле. А вы видели полет Брэнсона и его команды на космоплане Spaceship Two, а за ним и Безос на ракете New Shepard? Кстати, чья суборбита вам понравилась больше? Свои варианты пишите в комментариях под этим видео. Но что же еще мы приготовили для вас сегодня? Китай запустил суборбитальный самолет для разработки многоразовой космической системы. Вот это действительно новость, и как всегда за закрытой завесой. Но мы такое что приоткроем для вас. Индия испытала двигатель для пилотируемых полетов. А вы слышали что-нибудь о реакторе ядерной тепловой двигательной установки от НАСА? Так вот, агентство выбрало 3 компании для его разработки. Ну а теперь обо всем по порядку. Пока мы готовили этот выпуск, SpaceX собрали прототип первой и второй ступени Starship под номерами B4 и S20. Да-да, ох уж этот шутник Илон. Более того, он отметил в Твиттере, что высоту первой ступени чуть подрезали, и теперь это не 70 метров, как заявлялось ранее. Ну, если вы понимаете, о чем я. На самом деле это событие впечатлило и поразило всю общественность по всему миру, ведь это настоящая революция в космосе и поистине эпохальное событие. После примерно часа наслаждения видом величественного Starship с него сняли таки вторую ступень, тем самым отработав систему крепления и продолжив дальнейшую работу с прототипами. Давайте вспомним, какие тесты были уже проведены с прототипами и что же дальше по планам. 13 июля ночью состоялся успешный криотест прототипа Super Heavy BN3. Визуально все прошло хорошо, прототип целый, а уже 20 июля состоялось первое огневое испытание. Испытание длилось пару секунд, прожигали 3 двигателя. Но это был не просто прожиг, а прожиг с ВДР-тестом. После сборки Starship, а точнее уже его разборки, Илон Маск написал о том, что далее предстоит 4 существенных пункта. Окончательное покрытие плитками теплозащиты второй ступени, тепловая защита разгонных двигателей, наземные баки для хранения топлива и подготовка заправочного рукава для Starship. Похоже, дела действительно завертелись после некоторого затишья. А все почему? Источники, близкие к SpaceX, сообщали, что Илон планировал временно перебросить 100 сотрудников из Хоторна и Флориды в Бока-Чика, Starbase, чтобы подготовить площадку и инфраструктуру для испытаний. Также стало известно, что 9 июля SpaceX зарезервировала 5 новых регистрационных номеров, но еще неизвестно, для чего они будут использоваться. Одна из гипотез заключается в том, что они предназначены для самолетов, для перевозки рабочих или вертолетов, которые будут использоваться для платформ в море, откуда Starship будет запускаться в будущем. А еще Илон Маск написал в Твиттере, что SpaceX в скором времени начнет строительство второй фабрики по сборке двигателей Raptor на полигоне Макгрегор, Техас. Новая фабрика сосредоточится на создании двигателей Raptor 2, атмосферная версия, а старая займется сборкой вакуумной версии двигателя, а также разработкой модификаций. По словам Маска, завод будет производить от 800 до 1000 двигателей в год, примерно 2-4 в день. За 10 лет планируют собрать достаточно двигателей для марсианского флота. Илон еще говорил о самодостаточном городе на Марсе к 2050 году. Ранее компания собиралась разместить производство двигателей прямо в Бока-Чика, но с этим возникли какие-то сложности. Решение открыть завод в Макгрегор выглядит разумным. Это исключает время на транспортировку двигателей до стенда. Как мы все помним, 11 июля Ричард Брэнсон и его команда совершили свой первый суборбитальный полет. VSS Unity – это суборбитальный ракетный пилотируемый космоплан серии Spaceship Two, который может вместить до 6 человек, 2 из которых являются обученными и опытными пилотами, а остальные – пассажирами. Самолет White Knight 2 поднялся с космопорта Америка в Нью-Мексико около 17:30 по Москве. Космоплан Spaceship Two был отстыкован на высоте около 15 километров, устремившись в космос. В течение 30 секунд космический корабль достиг скорости 2 маха, а через несколько секунд 3 маха, на несколько минут погрузив экипаж в условия микрогравитации. Апогей составил около 86 километров. Даже Илон Маск со своим младшеньким накануне перед полетом приехал к Брэнсону, чтобы поддержать коллегу. Также известно, что Илон внес залог в размере $10 000 на один из таких полетов. После полета Брэнсон запустил розыгрыш на 2 билета для любого желающего погрузиться на несколько минут в невесомость.
Таким образом, Брэнсон обогнал своего конкурента Джеффа Безоса. Правда, еще долго ходили споры о том, а был ли космос на такой высоте. Ведь в большинстве стран высота, с которой начинается космос, она же линия Кармана, проходит условно в 100 километрах над Землей. А вы как считаете, друзья? Пишите в комментариях. Ну а 20 июля в 16 по Москве Blue Origin запустила первую пилотируемую миссию на New Shepard с 4 членами экипажа. Этот полет был также примечателен тем, что Джефф решил пригласить на борт Уолли Фанк, некогда участницу эксперимента Меркурий-13, где группа из 13 женщин прошли подготовку, которую проходят мужчины-астронавты. Ни одна из этих женщин так никогда и не отправилась в космос, однако Уолли Фанк наконец-то сделала это в возрасте 82 лет. Что ж, команда Джеффа пересекла линию Кармана, достигнув апогея в 107 километров, и на самом деле это было довольно зрелищно. Однако стоимость такого удовольствия пока так и не оглашена. В то время как, согласно недавнему финансовому отчету, Брэнсон не поскромничал, из $250 тысяч стоимость одного суборбитального полета для простого смертного стала составлять $450 тысяч за место. А теперь давайте поговорим о нашей знаменитой науке, всколыхнувшей общественность по всему миру. 21 июля в 17:58 по Москве с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя «Протон-М» с научно-исследовательским модулем «Наука» для российского сегмента МКС. Разработка этого модуля началась аж в конце 2004-го. Тогда ожидалось, что «Наука» будет запущена в 2007 году. Однако реализация проекта неоднократно откладывалась по разным техническим причинам и обстоятельствам. Что же представляет из себя «Наука»? Это многоцелевой модуль, который будет использоваться для множества задач. Среди прочего, на нем есть помещение для космонавтов, что позволит расширить российский экипаж до 3 человек. Кроме того, здесь есть новый камбус, система очистки воздуха и воды, а также туалет. Модуль сможет вырабатывать кислород для 6 человек, а также регенерировать воду из урины. После прибытия и стыковки его топливные баки можно использовать для хранения топлива. На «Науке» также установлены солнечные батареи размером почти 24 метра, что обеспечит российский сегмент дополнительной солнечной энергией. Кроме того, «Наука» будет использоваться в качестве стыковочного узла для космических кораблей «Союз» и капсул «Прогресс» до прибытия нового российского узлового модуля «Причал». Запуск «Причала» на ракете «Союз-2-1Б» запланирован на 24 ноября 2021 года. Он оборудован 6 стыковочными портами, один из которых будет использоваться для стыковки с «Наукой». Подробнее об экспериментах и приборах на модуле мы писали в нашей группе ВКонтакте. Не забывайте заглядывать туда. Мы каждый день пишем о самом интересном и актуальном в космосе. Ссылки на все наши соцсети в описании к этому видео. Но после запуска в тот же день до общественности начали доходить тревожные слухи о состоянии модуля. Сначала появились проблемы со связью, в связи с чем некоторое время не было информации о раскрытии антенны системы Курс-А и стыковочной мишени на надирном узле модуля. Некоторые двигатели причаливания и стабилизации также выдавали сообщения об ошибках. Далее появились проблемы с коррекцией орбиты. Затем официально перенесли отстыковку модуля Пирс с 23 на 24 июля. И сразу несколько источников сообщали о проблемах с топливной системой. Мы помним, как мониторили все возможные ресурсы для того, чтобы отслеживать состояние «Науки». И это было действительно крайне волнительно. Конечно же, некоторые СМИ пустились в раздолье, и много несуществующих слухов было посеяно среди непосвященных, ведь Роскосмос не давал конкретных комментариев о происходящем. Известно лишь, что работа по восстановлению сбитых систем «Науки» велись круглосуточно. 22 июля Роскосмос официально подтвердил, что тестовые включения двигательной установки и импульс формирования орбиты успешны. Перигей подняли до 230 километров. Позднее с помощью двигателей причаливания и стабилизации апогей подняли до 365 километров. Перед стыковкой апогей составлял в районе 406 километров, а перигей в 360 километрах. Затем отстыковку модуля Пирс запланировали на 26 июля в 13:56 по Москве, а падение несгораемых элементов в акватории Тихого океана в 17:51 по Москве того же дня. Отсек модуль Пирс был пристыкован к надирному порту служебного модуля «Звезда». После расстыковки его место заняла «Наука». Это событие также знаменательно еще и тем, что это было первое сведение модуля орбитальной станции. Пирс пробыл в составе станции почти 20 лет.
За эти годы модуль служил стыковочным портом для кораблей «Союз» и «Прогресс», а также для выхода космонавтов в открытый космос. А потому мы с грустью наблюдали за его падением в бездонные воды Тихого океана. Этакий космический «Титаник». Попрощавшись с Пирсом, мы узнали новую волнительную новость. У науки могла быть только одна попытка стыковки с МКС. Из-за нештатной ситуации в двигательной установке модуля часть топлива смешалась с газом и стала непригодной для использования. Страсти вновь начали накаляться. Когда оставалось только 14 метров до стыковочного узла, космонавты уже раздумывали о ручной стыковке модуля и использовании торы. Однако в итоге модуль выправился и состыковался сам. 29 июля в 16:29 по Москве многоцелевой лабораторный модуль «Наука» был успешно состыкован с МКС. И только мы спокойно выдохнули, как космонавт Олег Новицкий сообщил, что экипаж наблюдает и чувствует зажигание двигателей «Науки», но команды на это не было. Станция хаотично меняла свое положение в пространстве, и это пытались исправить зажиганиями двигателей «Звезды». Потом переключились на двигатели корабля «Прогресс» МС-17. Через некоторое время контроль ориентации станции был восстановлен. Двигатели «Науки» перестали работать. Когда МКС вошла в зону связи, российский ЦУП отправил команду на полное отключение двигателей «Науки». Повреждений МКС зафиксировано не было, но это была поистине беспрецедентная ситуация в истории станции. По словам руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева, внеплановое включение двигателей модуля «Наука» произошло из-за сбоя программного обеспечения. 1 августа эпопея с наукой поутихла, и экипаж открыл люки между МКС и модулем, взяли пробу воздуха в норме и приступили к монтажу вентиляции. Впереди много работы, в том числе 10 выходов в открытый космос. 18 июля стало известно, что Китай провел первый тайный испытательный полет многоразового суборбитального самолета в рамках разработки многоразовой космической транспортной системы. Конечно же, никаких изображений, видеозаписей или дополнительной информации, такой как высота, продолжительность полета или двигательные установки, предоставлено не было. Испытания последовали за полетом многоразового экспериментального космического корабля в сентябре 2020 года. Космический корабль несколько дней находился на орбите, выпустил небольшую полезную нагрузку, а затем сошел с орбиты и приземлился горизонтально. Считается, что космический корабль представляет собой концепцию многоразового космического самолета, хотя никаких изображений не появилось. Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности разработала этот аппарат и заявила, что новый аппарат, испытанный в пятницу, может быть использован в качестве первой ступени многоразовой космической транспортной системы. Подразумевается, что два корабля будут объединены в полностью многоразовую космическую транспортную систему. Индийская организация космических исследований успешно провела третий длительный прожиг жидкостного ракетного двигателя «Викас» для своей новой ракеты, предназначенной для пилотируемых запусков в рамках квалификационных требований к двигателям для программы «Гаганьян». Двигатель работал в течение 240 секунд на испытательном стенде в Тамил-Наду. Первый беспилотный запуск корабля «Гаганьян» запланирован на декабрь 2021 года. После этого ожидается еще один в 2022 и 2023 годах. Если они пройдут успешно, на корабле отправится первый экипаж, и Индия станет четвертой страной, которая сама отправит людей в космос. 10 июля «Орион» переехал из цеха обработки полезной нагрузки, где его заправляли, в здание для соединения с башней системы аварийного спасения. После этого корабль займет свое место на вершине СЛС. Первый этап программы «Артемида» станет решающим испытанием лунной программы перед полетами астронавтов. Во время полета «Орион» будет вращаться вокруг Луны с датчиками для измерения уровня радиации в глубоком космосе. Во время второго этапа астронавты облетят Луну. Имена астронавтов для этих миссий публично не назывались, хотя канадский астронавт облетит Луну во время второго этапа в обмен на обещание построить роботизированную руку для предстоящей лунной космической станции Gateway. А чуть позднее стало известно, что NEA Scout, небольшой космический аппарат размером примерно с большую обувную коробку, был упакован в дозатор и прикреплен к переходному кольцу, которое соединяет ракету SLS и космический корабль «Орион». После отделения NEA Scout начнет примерно двухлетнее путешествие, чтобы пролететь мимо астероида, сближающегося с Землей. Как только он достигнет пункта назначения, космический аппарат будет использовать камеру для съемки астероида с разрешением около 10 см на пиксель. Получение изображений с высоким разрешением стало возможным благодаря пролету с низкой скоростью – менее 30 метров в секунду.
НАСА вместе с Министерством энергетики отобрало 3 предложения по проекту реактора для ядерной тепловой двигательной установки. Каждый контракт оценивается примерно в $5 миллионов. Ядерная двигательная установка обеспечивает большую эффективность топлива по сравнению с химическими ракетами. Это потенциальная технология для полетов экипажей и грузов на Марс и научных миссий за пределами Солнечной системы, позволяющая во многих случаях выполнять более быстрые и надежные миссии. Таким образом, 12-месячные контракты предоставлены следующим компаниям, каждая из которых разработает концептуальный проект реактора. BWX Technologies из Линчбурга, штат Вирджиния, компания будет сотрудничать с Lockheed Martin. General Atomics Electromagnetic Systems из Сан-Диего, компания будет сотрудничать с X-Energy LLC и Aerojet Rocketdyne. Ultrasafe Nuclear Technologies из Сиэтла, компания будет сотрудничать с Ultrasafe Nuclear Corporation, Blue Origin, General Electric Research и другими. Роскосмос подписал контракт с НПО Лавочкина на создание орбитального телескопа «Спектр-УФ». Сумма контракта 3,7 миллиарда рублей. Эти деньги обеспечат разработку с 2021 по 2025 год. Еще совсем недавно финансирования не было вообще, но благодаря апрельскому совещанию с президентом на науку выделили дополнительные, фактически возвращение на исходный уровень финансирования, 15 миллиардов рублей. Спектр-УФ предназначен для исследования различных объектов Вселенной в ультрафиолетовом диапазоне спектра. Предполагается, что эта космическая обсерватория станет единственным крупным инструментом для ультрафиолетовых исследований после завершения работы космического телескопа Хаббл, срок службы которого подходит к концу. Новые изображения, полученные телескопом Event Horizon, показывают мощную струю, выброшенную из сверхмассивной черной дыры с беспрецедентной детализацией. На изображении виден джет, испускаемый черной дырой в центре галактики Центавр-А с точностью в 10 раз более высокой и с разрешением в 16 раз более резким, чем это было возможно раньше. Это позволяет нам впервые увидеть и изучить внегалактический радиоджет в масштабах меньших, чем расстояние, которое свет проходит за один день. Мы видим, как рождается чудовищный гигантский джет, запущенный сверхмассивной черной дырой, сказал астроном Майкл Янсен. Ученые все еще не выяснили, что лежит в основе создания таинственных струй черных дыр, брызг материала, которым каким-то образом удается избежать мощного притяжения черных дыр, и вместо того, чтобы оказаться в ловушке, в конечном итоге они путешествуют на миллионы световых лет. Ну а на этом у нас все, друзья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями и будьте в курсе последних новостей в мире космоса вместе с командой New Space.